ясно, ты просто любитель правды. Он настоящий патриот. Да, я занятный стояк за Россию поймал. У всех нас во власти есть экстремисты. Я люблю Россию мою, и только ее. Он настоящий патриот. Ну, просто потому, что... Инфернус, Оркус, Обыкновенус. Пидорас. Война опять начинается. Не кончившись. Вы нужны России. Они обойдутся. Как тебе эта колда? Я ее боюсь. А она меня побуждает. Мне было интересно, не согласитесь ли вы на какое-нибудь гейское действие сегодня вечером? Нет, нет, нет. Конечно, нет. Они все чаще меня посещают, и это меня очень заводит. Вы какой-то философ. Какая-то шлюха. Игра начинается с освобождения зэка 627, думая, что играешь за американцев, но на самом деле за русских ультранац, подчеркивая, что дальше будет подвох. Для меня это большая честь, командир Макаров. Прикол в том, что... 6 лет, 22 дня, 4 часа. Браток. Макарьева посадили за теракты в Верданске. Рад видеть вас обоих. Тебя тоже. Что вы добились в этой камере? Это только верхушка. А Грейвза, Лас-Альмас. Нет. All stations, this is your commander, Владимир Макаров. Call sign Царь 9-0 actual. А где царь? Закусывать надо. Hello, мистер Болгарин. 69. Нет должников. Есть только преданность. Непоколебимая преданность. Теперь освободите небеса. Это перезапуск с растягиванием интриги, чтобы все свести к Третьей мировой. Человек был на войне, понимаете? Что человек может делать после войны? Алексею Балабанову бы понравилось. Убивать, и все. Когда пацанов берут совсем, мальчишек, они школу заканчивают и идут людей убивать. И 2 года этим занимаются. Потом они приходят, они никому не нужны. Что они будут делать? Они либо бандитами становятся, вот, либо вот такими-то людьми за справедливость, которые борются. Я как бы за равновесие силы. Например, стрелять зомби прямо в голову было так весело. Ребята, Зомби тоже люди. да, точно. Modern Warfare несет в себе развлекательный антивоенный посыл. Ты можешь играть за спецназовцев-продорубов, но при этом ты никогда ими не будешь. Так или иначе, отражение реалий. Modern Warfare 2023 будто переполнена жестокостью, даже больше, чем Modern Warfare 2019. Если в Modern Warfare 2019 предупреждение о насилии не совсем соответствовало действительности, то в Modern Warfare 2023 уровень насилия ощущается в полной мере. Встречаются знакомые, но измененные сцены с политической подоплекой. Конечно же, это спекуляция или игра на пропаганде. Владимир Макаров и его группа Кони – тот штамп о русских, которые стремятся возродить величие Российской империи. Филипп Грейвс со своей группой Shadow Company по типу Макарова, но, как выразился капитан... Это курьеры в брониках. Но наши. Они напали на моих людей. И ни вреда, и ни пользы, но наследить могут запад. В отличие от Макарова, Грейвс и его Shadow Company представляют собой более сложный и неоднозначный феномен. Их действия часто продиктованы корпоративными интересами и стремлением к личной выгоде, а не великим идеям или политическим амбициям. Они не стремятся к глобальному доминированию, но их некомпетентность и безответственность могут привести к катастрофическим последствиям, чьи действия могут спровоцировать цепь событий, выходящих из-под контроля. В этом контексте сложность картины о столкновении идеологии, личных амбиций и геополитических интересов, где судьбы мира висят на волоске. Макаров с его одержимостью и несправедливостью российской системы выступает катализатором глобальной нестабильности, готовый пожертвовать миллионами жизней ради достижения своей цели. Его методы жестоки и бескомпромиссны, а Кони – инструмент для достижения его планов. В прошлом ты потерял веру в то, что делал. Ты убивал невинных людей, даже не задумываясь, почему отдают приказы и кто. Ты винишь систему за то, каким стал?
А винить надо себя. Итан, где флешка? Еще один олигарх Милена Романова. Стропонесса грандиозная. Ты за кого, сука, себе принимаешь? На деньги которой все оплачивалось. Противостояние Кони и Шэдоу создает динамичный и напряженный сюжет, совершаемых во имя великих целей или ради личной выгоды. Кто на самом деле является героем, а кто злодеем? А можно ли достичь мира, используя насилие? Нет ничьей стороны, вы оба правы. Генерал Шепард – эдакая аллюзия на генерала Паттона. Воинствующий старообрядец. Надо крепко засадить по потонщине и тому конгрессмену, который пытается таких протаскивать через кровать. Тому, что личная выгода, интересы и скрытие тайн не для общего блага, а для того, чтобы никто не узнал. На судилище, где решалась судьба Шепарда и Грейвза, когда тень в воздухе повисла, полковник Алехандро, ключевой свидетель резни в городе Лос-Альмосе, как и пару оперативников ОТГ, такие не были вызваны для дачи показаний. Его молчание – зияющая брешь в ткани правосудия. Впрочем, сам Алехандро не был кристально чист. Его имя запятнано несанкционированной операцией против Грейвза. Защитники. ОТГ-141 и сам Алехандро – фигуры неоднозначные, погрязшие в трясине серой морали. Урзыкстан – арена разворачивающихся событий, лишь смутная аллюзия на Казахстан, отблеск реальности, искаженный в кривом зеркале вымысла, достойного пера самого Тома Клэнси. Разработчики, похоже, решили переосмыслить концепцию реализма, превратив ее в гиперболизм. Возможно, это попытка вызвать более сильный эмоциональный отклик у игрока. Но грань между художественным замыслом и эксплуатацией насилия здесь очень тонка. Возможно, усиление жестокости – это отражение нашего времени, эпохи повышенной тревожности и страха перед будущим. Игры, как и фильмы, в данном случае, становятся своеобразным зеркалом, в котором мы видим наши собственные страхи и переживания. Однако, изображение насилия должно быть оправдано художественным замыслом и не должно превращаться в саму цель. Call of Duty Modern Warfare 2023 заставляет задуматься о том, насколько оправданы средства, используемые для достижения поставленных целей. С одной стороны, разработчики пытаются показать ужас войны, а с другой предлагают игроку самому стать частью всего этого. Противоречие между антивоенным посылом и высокой жестокостью игры создает определенный диссонанс. Этот конфликт ставит под сомнение саму идею антивоенной пропаганды, превращая ее в своеобразную игру. Изображение русских в игре, как вечных антагонистов в рамках территориальных амбиций, конечно же, также вызывает вопросы. Этот стереотип, хоть и является частью игровой вселенной Call of Duty о современной войне, может способствовать формированию негативного образа России. Хотя в настоящее время Россия сама к этой идее подталкивает. Теперь люди думают, что мы на всю голову отмороженные. А раньше не думали. Раньше думали, что мы не на всю голову отмороженные. А теперь думают, что на всю. Если и есть негативный образ в игре, то он представлен не от государства. У каждого есть свои цели, американцы и русские. Я исполняю долг патриота. Его же посадят, его же посадят. Не понимаю, почему они дуются на меня. Ну, хотел их убить, но наговорил много лишнего. В сердцах. Ну, устроил репрессии в псевдомексиканском городе, где полно иноагентов разных. Российская ЧВК меня бы понял. Работа такая. Я особист, а не танкист. Ну, под калиберным тебя Ванус. Вы гляньте на нашего активиста. Это же вооруженный бандит. Смерть! От смерда слышу. Холоп! Сейчас разберется, кто из нас холоп. И потом будешь жалеть, что не убил. Не стоит хранить врагов заживо. Ты же меня сзади бил! Во всех свидетелях! Ударить сзади. И совершенно бесстрашным. Учитывая сочетание плохого менеджмента Activision и масштабного кризиса идентичности, Call of Duty напоминает 40-летнего мужчину, пытающегося пробраться на вечеринки братства, чтобы пережить старые добрые времена. Боже милостивый, что это такое? Это не вызывает никакого уважения к тебе как к фанату. Это огромный удар по яйцам персонажам и историям, которые ты любишь, и полностью продала свою душу богам Fortnite. Но разве это весело?